Этот лис все-таки сделал обзор на эту художницу. Он знал, что его ждет, если он все-таки осмелится это сделать. Но мне кажется, что слабое тявканье со стороны двух человек — это слабая реакция. Был бы ты такой художница, как я, сразу бы понял, что тявкать публично это глупо. Лучше отхуесосить его в своей личной беседе, где никто не сомневается в твоих словах. Я даже не удивлен тому, что он хочет сделать на тебя обзор. Уж больно сильно ты ему жизнь подпортила. Это были лишь цветочки, плюшевый лисенок. Ты не представляешь, что его ждет, если он посмеет людям рассказать обо мне. Слушай, тебе еще не надоело бегать от меня? Просто позволь мне убить тебя, и тогда все будут счастливы. Знаешь, мне и самому уже надоело бегать от тебя. Но это не значит, что я сдаюсь. В конце концов, умереть спокойно я смогу лишь тогда, когда сделаю обзор. Слушай сюда, засранец. Мне абсолютно плевать, что ты там хочешь сделать. Я просто возьму бутылку, эту бутылку, и запихаю тебе ее в одно место. И меня за это даже по головке погладят. Какого хрена? Неужели ты про меня забыл, галстучек? В конце концов, этот синий еж лишь моя пешка. Король же ждал своего момента, чтобы внезапно поставить тебе шах. Признаю, ты смог поставить мне шах. Но все же я хочу спросить, что за херня на твоей голове? Это мой парик, и благодаря ему я буду вызывать у тебя самые настоящие вьетнамские флешбеки. Чел, я понимаю, что ты хочешь быть похожим на Михту, но ты больше похож на Баскова. Нет, я на него ничем абсолютно не похож. Тогда сними к хуям этот парик. Стоп, какого черта? Почему я не могу двигаться? Никогда бы не мог подумать, что роялем в кустах будешь именно ты. Могу, умею, практикую. Но что ты тут забыла? Разве не очевидно? Мы тебя потеряли, черт возьми. Я и Скарлетт обыскали все возможные места, где бы ты мог быть. Но как же повезло, что я не обычная лиса, а лиса из синей будки. Кит, какого черта здесь происходит? Все из-за объекта моего следующего обзора, ведь я хочу обозреть великую и ужасную Михту. Мирта, значит? Тогда я не удивлена, почему тебя пытаются убить. Ведь Мирта — это кобыла, про которую нельзя говорить ничего плохого. Ты ведь в курсе, что тебя ждет, если ты все-таки сделаешь обзор? А огромное количество постов о том, что я козел, который должен умереть. И тебя это не остановит? Конечно же нет. Моего лисенка ничто не остановит. Он столько дерьма вытерпел за все время этой бессмысленной войны. Так что сделай это, Кит. Уничтожь ее этим обзором. Раз и навсегда.
Многие из вас уже давно знают, что фан-база у мультика про цветных лошадок это тот еще пиздец. По крайней мере, если смотреть на художниц наподобие Снежика. Но если вы считали, что хуже Снежика никого быть не может, то вы заблуждаетесь. Ведь дно находится гораздо глубже, чем вы могли себе представить. И что хуже всего, оно вновь и вновь пробивается одной и той же личностью. Дамы и господа, вашему вниманию, Михта Холмс! Думаю, я не буду первооткрывателем, если скажу, что Михта весьма талантливая художница, которая рисует просто восхитительно. Тут не нужно быть экспертом, чтобы понять, что у этой девушки талант. Начинала рисовать на обоях, а в итоге пришла к тому, что ее работы постят все, кто только может. Все люди считают ее замечательным человеком, который обожает и ценит свою аудиторию. Она считает своих подписчиков самыми лучшими... Боже, серьезно, что ли? Это интервью вышло в 2016 году. К сожалению, дельной информации в нем нет. Но как же, сука, забавно читать его, зная, что происходит сейчас. Ведь группа Мирта в нынешнем состоянии — это блядский ГУЛАГ, где расстреливаются все, кто не согласен с ней. Она не любит свою аудиторию. Она ее ненавидит. Все это можно с легкостью понять, если вы просто прочитаете описание ее группы. Ведь в нем она четко дает всем понять, что вы пойдете нахуй отсюда в любом случае. И если вы, несмотря на все это, захотите следить за ее творчеством, то вы должны сделать следующее. Первое. Вы должны обожать ее, закрыв глаза на все ее недостатки. Второе. Вы раз и навсегда должны распрощаться со здравым смыслом и логикой. И третье, самое важное. Вы всегда, подчеркиваю, всегда должны поддерживать Мирту, даже когда ее нужно ругать. Но если вы все-таки нарушите одно из этих правил, то тогда вас пошлют далеко и надолго. Вы даже не можете просто отметить, что она сама во всем виновата, и тогда вас пошлют еще дальше, чем нахуй. И в одном из постов ее группы было небольшое обсуждение темы толерантности и свободы слова. Ей тогда прямо сказали, что вообще-то можно совмещать эти два понятия. Но в ответ она нагрубила и пожелала всему ЛГБТ-сообществу умереть, потому что свобода мнений. Какая еще свобода мнений? Меня Мирта забанила только из-за того, что я твоя девушка. Таким людям, как она, давать свободу слова — это все равно, что дать маленькому ребенку пистолет. В другом же посте на тему плагиата человек даже извинился за свою позицию, ведь он считал, что ее подруга копирует ее. И несмотря на то, что человек весьма адекватно высказал свое мнение, пришла Мирта и сразу же послала его нахуй, сославшись на правила. Черт, у нее у всех аргументы или начинаются с хуев, или заканчиваются ими. Я боюсь представить, как она общается вне интернета. Мирта, почему ты просто не можешь закрыть комментарии в своей группе? Потому что мне тогда некого будет слать нахуй. И я без этого не могу. Тебе нравится так всех слать? Странная ты личность. Что ты там спизданул? Я? Странная? Как ты смеешь приебываться ко мне, Мирте? Нахуй пойти не хочешь? Или сразу дальше, чем нахуй? Все, я понял, научу. Хорошая плюшка. В ее основной группе такого пиздеца еще навалом, а ведь мы еще даже не рассмотрели ее вторую группу, где она постит свои мысли. И всю ее вторую группу можно описать ее же постом. Ненавижу, блять, людей! Ибо почти каждый ее пост пропитан ненавистью, но иногда в ее группе можно найти такие посты, которые заставляют тебя задать один конкретный вопрос. Какого, блять, хера? Например, в одном посте она начинает рассуждать о том, что ее бесят нытики, которые не ценят ничего, что для них делают. Хоть и говорит она в этом посте дельные вещи, но странно это слышать от человека, который дружит как раз таки с нытиком, которому часто делают гифты из-за того, что он нытик. Да, это Снежик, она ее лучшая подруга. Когда-нибудь мы все с вами достигнем той же ступени эволюции, что и Мирта. Но, к сожалению, чтобы ее достигнуть, нам нужно деградировать. Но иногда она даже умудряется писать в своей группе самую настоящую правду о себе, которую никто никогда не увидит. И я даже зачитаю один из ее самых правдивых постов о себе. Со своим характером мне стоит держаться от людей подальше. От всех. Замечательный и очень правдивый пост. Жаль, конечно, что она не следует своим же словам. Но есть еще кое-что, про что я вам просто не могу не рассказать. Понимаете, как-то очень давно один человек брал у Мирты заказ на 2 персонажей. Она ничего не делала, поэтому заказчик, увидев пост со слотами, взял один. Но в итоге время шло, она кормила заказчика обещаниями, что вот-вот начнет. Но почему-то каждый раз что-то шло не так.
Прошло 3 месяца, и ей говорят, что твой заказ не будет выполнен, и тем более он не оплачен. Хотя заказчик предлагал все сразу оплатить. Вроде бы тут все очевидно. Автор вместо того, чтобы вежливо отказать, просто тянул время. И ради чего? Ради того, чтобы сказать: прости, но иди ты нахер. И именно из-за этого эту художницу и слили. Как вы думаете, что сказала Мирта? Может, она признала свою вину и извинилась? Наивный, вы забыли, про кого мы говорим? Мирта просто написала в своей личной группе, мол, ее слили обиженки. И это все. Вот просто все, больше ничего. И разумеется, ее, конечно же, поддержали, потому что заказчик ни разу не прав. Переводили стрелки на то, что сливший ее человек ничем не лучше. Все. И теперь в основной группе она пишет, что если заказ не оплачен, то вы не имеете права ничего требовать. А если требуете, то заткнулись нахуй, вы тут никто и звать вас никак. Может, мне кто-нибудь объяснит, почему люди считают ее хорошим человеком? Она даже признать свои косяки не может. Извинилась бы тупо и все, нету проблем, нахер нужно все усложнять. В конце концов, заказчик предоставил все пруфы, в то время как она предоставила нихера, буквально нихера, тупо сморозила херню и все. Как это вообще работает? А ведь я еще не начал рассказывать вам про мою личную войну с этой художницей. Да, у меня была с ней война, и эта война была самой тупорылой из тех, что я когда-либо только видел. Особенно начало этой войны. Ведь поругались мы с ней из-за ее подруги, с которой я поконфликтовал, ибо мой друг сказал ей, что она меня в край заебывает. И тут внезапно влезает великая защитница Мирта, которая не слышит ничего, что я ей вообще говорю. Я ей одно, она мне другое. Но так я отмечу, что конкретно тут я был виноват. Перед той, с кем я поругался. Защитница же тупо несла чушь, и выглядело все это примерно так. Мирта, почему ты придралась к тому, что я повзрослел? Потому что, сказав это, ты намекнул всем нам, что мы для тебя слишком глупые. Протестую! Но я не это имел в виду. Да какая разница? Я просто должна защищать свою подругу. Так что слушай сюда, взрослый ты наш. Если ты хотел уйти, то ушел бы тихо. Погодьте! Я как бы ушел, но в итоге ко мне пристал объект нашего высокоинтеллектуального срача. Итак, значит, сперва ты был не против шиппинга с санатарой? Обжекшн, сука! Как это все вообще связано, блять? Что за дичь ты мне тут вгоняешь? Почему мы с тобой вообще умудрились посраться из-за твоей подруги, с которой ты в итоге тоже посралась? Иди, заведи себе жену, дом и машину. Да, блять, это бесполезно. Я все, пшел я отсюда. Именно с этой ругани у нас все началось, но тогда уровень пиздеца был еще на минимуме. Сперва я просто рассказывал всем об этой нелепости, но спустя какое-то время вместе с близкой подругой Миртой я написал ей извинения. И она до сих пор его не прочитала. Обида таки меня сильно кусала, из-за чего появились 2 акта с пошлепываниями. Сказочный долбоеб. Да, я знаю, тут я уже сам хорош, но после срача на тему этих актов все закончилось миром. Казалось бы. Но потом у меня появилась новая ос, лисичка Скарлетт Холмс за авторством Перловки. Потом я ее панифицировал, ибо почему бы и да. И вот тут начался самый настоящий пиздец. Огромное количество нытья на тему того, что Холмс, плагиат, ибо шарф, цвета и фамилия, которая появилась под самый конец. И абсолютно все в этой истории забивали на тот факт, что она панификация. Особенно было смешно, когда под одним актом такой масштабный срач развели. Сам ей, блин, сказал, что Холмс плагиат. Единственное сообщение, которое я ей писал, это ёбаные извинения, и все. Кстати, один мой друг как-то пытался поговорить с Миртой, и она тогда сказала, что мастер это чисто ее панификация, ибо только она ее использует. Но если загуглить панификацию мастера, то можно заметить, что панификация принадлежит не ей. И в этом же диалоге она рассказывает, что я натравливаю на ее подругу своих хомячков. Она пересылает сообщения, которые могли бы подтвердить ее слова. Вот только дело в том, что это совершенно левый конфликт и никак не связанный со мной. На самом деле, человек, которого она кинула в качестве примера, просто постарался с ее лучшей подругой. Меня же он тупо привел в пример как человека, который не лезет туда, куда не надо. Вот из-за таких выкрутасов я просто обожаю Мирту. Только она сможет додуматься до того, чтобы выдать совершенно левый срач за травлю. И что же она сделала, когда выяснилось, что она врет? Конечно же, она резко заткнулась. Чего вы еще ожидали от нее?
Шло время, пиздец со Скарлетт продолжался. И в один момент меня настолько все это заебало, что я решил поговорить с Миртой лично. Слава богу, что забанить она меня забыла. Я написал ей вполне большой пост, который по сути был криком души. Я дал ей понять, что мы оба с ней хороши. Даже рассказал о том, что я ее защищал, когда один парень хейтил ее по очень глупой причине. Думаете, она мне ответила? К сожалению, меня просто заблочили. И все, больше ничего. Да, все верно, самым логичным решением этой проблемы тупо забанить меня. Я тут, значит, пишу обширный пост, держа в левой руке белый флаг, вы меня за это баните? Гениально, блядь! В дальнейшем я решил сделать обзор на Снежика, из-за чего все начали истерить. Настолько, что в итоге Холмс облили грязью, потому что... Брукс, на кой черт они тебя в тот момент облили грязью? Они хотели таким образом заставить тебя не делать обзор. Но ты далеки. Каким нужно быть кретином, чтобы до такого додуматься? Вот кто посчитал, что какие-то глупые постики про меня заставят тебя придумать. К сожалению, Брукс, этот вопрос останется без ответа еще на очень долгое время. А мы тем временем перейдем к итогам. Как вы уже успели понять, Мирта — это замечательный художник, но отвратительный человек. И я до сих пор не понимаю, почему ее аудитория терпит все ее выкрутасы. Неужели им всем нравится, когда их унижают? Если вы хотите следить за ее творчеством, то лучше сидите на ее странице в Девентакте, ей-богу. Только не смейте прикасаться к ее твиттеру. Даже думать об этом не смейте. Забудьте про его существование. Я вот прикоснулась к нему. Теперь мне хочется выпрыгнуть в окно. Если Мирта хочет, чтобы ее уважали и любили, то ей стоит задуматься о своем поведении. Ведь кому нужны художники, которые вечно истерят, никого не слушают и шлют всех, кого можно, на 3 заветные буквы? Да, ты популярный художник, но разве это оправдание твоему отвратительному поведению? Думаешь, ты сможешь оградить себя от альтернативного мнения о своей натуре? Прости, но мир не идеален. Как и в прошлый раз, я оставлю в описании ссылки на пруфы, можете с ними ознакомиться лично. Что ж, вот и все. Обзор сделан. Я сделал то, что хотел сделать всегда. Что может быть прекраснее этого? Так ты, сучонок, посмел рассказать людям обо мне? Поверить не могу. Ты умеешь говорить? Не поняла. Ну, ты столько времени избегала со мной общения, что я уже подумал, что разговаривать ты не умеешь. Очень смешно, галстуколоб. Какого черта ты тут делаешь? Слидрочер смеет задавать мне вопросы? Нет. Слидрочеры мне тут не нужны. Парни, забирайте их. Да чтоб тебя далеки расстреляли, Мирта! Теперь мы наедине, и никто мне не помешает избить себя до смерти. Ох, ты правда думаешь, что сможешь это сделать? У меня есть идеальный план, самый идеальный план из всех планов. План? У тебя. И какой же придурок? Я продемонстрирую тебе мою секретную технику убегания. И это ты называешь планом? Ты, блядь, забыл, кто я? Я повелительница времени, мать вашу. Да не простой, а с ебаными крыльями, так что сбежать ты от меня не сможешь. А я думала, что ты за это время поумнел. Но нет, ты все же та же тряпка. Тряпка, которая считает, что он тут белый и пушистый. В каком месте я белый и пушистый? Я ничем не лучше тебя. Я просто хочу, чтобы ты умер, ушлепок. Я ненавижу тебя. Ты самый худший лис, которого я когда-либо встречал в этой ебаной жизни. Хватит делать вид, что именно я во всем виноват. А ведь мы могли бы стать замечательными друзьями. Но тебе нужно было, блядь, пиздануть такую хуйню, что в итоге ты стал моим врагом номер 1. Могли бы, но, к сожалению, у жизни на нас другие планы. Хотя я пытался с тобой помириться. Я пытался, правда, и ты сама знаешь это. Я тебе, блядь, все ебало раскрошу. Ведь все только будут рады, если такой мудак, как ты, умрешь здесь. Ты еще что за дура? Ох, не узнаешь меня? Я Элисон Брукс, повелительница времени.
Я твой ночной кошмар, в котором ты видела бледную копию себя любимой. Но тогда я была известна под совсем другим именем. Думаю, ты помнишь, каким именно. Скарлетт? Как мило. Жалкий плагиат защищает этого мудака. Я тебе, сука, глаз на жопу натяну. На, получи, сука! Ах ты, сука! Но тогда я была известна под совсем другим именем. Думаю, ты помнишь, каким именно. Скарлетт, как мило. Мирта меня уже начинает бесить. О, да она коза просто полнейшая, блин. Щепца. Вообще, как ты мог такого персонажа придумать, Никита? Вообще-то это реальный человек. А кто? А об этом мы узнаем в следующей серии. Охуенно! Сука!